Всем привет, дорогие друзья! И сегодня наш новый выпуск. Привет, друзья! Вы находитесь на YouTube, но мы еще вещаем и в ВК, и в Яндекс.Дзене. Поэтому подписывайтесь везде, я, как всегда, напоминаю об этом. И сегодня у нас интересная тема. Мы рассматриваем много тем, обращу на это внимание. Сегодня тема технологий, моя любимая. Да, и связь технологий с малым бизнесом, поэтому для предпринимателей это будет очень полезно. И наш гость – это Айрат, человек с большим опытом взаимодействия с предпринимателями. Меня зовут Айрат Измайлов, я директор по развитию UDS. Мы как раз работаем с малым бизнесом, мы внедряем в малый бизнес инструменты, которые помогают работать с клиентами. Ну, это, например, CRM-система, формирование клиентской базы, программа лояльности, инструменты коммуникации, там всякие телеграм-боты, там интернет-магазины. В принципе, и мы этим уже занимаемся 10 лет, и, в принципе, все, что можно было там создать, инструментарий для малого бизнеса, вообще для бизнеса по работе с клиентом, мы это уже сделали. Мы сейчас эти процессы улучшаем и, соответственно, внедряем эти инструменты и помогаем, это в вопросе маркетинга малому и среднему бизнесу. Вот чем мы занимаемся. Очень интересно. Слушай, давай рассмотрим с точки зрения как раз-таки малого бизнеса, зачем им это нужно и на каком этапе им стоит задумываться о том, что необходимо качать трафик еще из новых ресурсов. Как это происходит? Да, это такой, наверное, основной вопрос, и он до сих пор так часто возникает. Вообще надо понимать, что это такой глубокий и большой вопрос. Сегодня роль маркетинга, она становится в бизнесе приоритетной, потому что сегодня, гиперконкуренция, можно купить все, что угодно. Если ты продаешь какую-то продукцию, вероятнее всего, эту продукцию продают еще десятки компаний, которые находятся в твоем же городе. И сегодня, так можно сказать, грубо говоря, везде хороший продукт, везде у всех хорошие услуги. То есть сегодня продукты и услуги, они прошли этап инноваций, и все стали определенным этапом нормы. Да, то есть сегодня входить в хороший ресторан, их там десятки, сотни в Казани. Ходить там в салон красоты, их десятки, сотни тоже в городе. И поэтому сегодня приоритетным вопросом становится не продукт, потому что он заведомо должен быть уже хорошим, да, потому что это самый главенствующий, фундаментальная вещь, а насколько хорош маркетинг. То есть если у тебя хороший маркетинг, то от этого будет успешна компания. А продукт, он отступает на вторую роль. Да, то есть это раньше, например, так у нас было, что так как был определенный даже дефицит товаров, да, и любой новый товар он вызывал какие-то эмоции у людей, и они сразу хотели это купить. Например, мои родители в Советском Союзе мне рассказывали, как они ездили за колбасой в Москву, да. То есть если ты раньше что-то продавал, то это сразу покупали, потому что, это продаешь, вероятнее всего, только ты один. Или раньше можно было оперировать такими вещами, что, вот мой продукт, он лучше, чем другой продукт, да, вот он стал лучше. Вот сегодня вот эти критерии продуктоориентированного маркетинга, это по-нормальному называется, да, когда ты маркетинг строишь вокруг продукта. Мой продукт лучше, чем у конкурентов. И это очевидно. Очевидно, потому что здесь вот эта штука есть, у конкурентов такой нет. Здесь вот эта штука, вот это пропало. Все, сегодня люди вообще не отличают, грубо говоря. Они сегодня смотрят там, где больше хайпа, там, где больше внимания, там, где больше, мы перейдем, надеюсь, к обсуждению инструментов маркетинга, там, где лучше напоминание клиенту о твоем сервисе и продукте. И вот это вот так и работает. Да, я как раз хотел спросить, какие основные инструменты, самые такие первые, которые работают на аудиторию. Сейчас, да? В нынешнем 24-м. Такой, знаешь, очевидный есть ответ, но почему-то мы работаем много с малым бизнесом, но почему-то малый бизнес еще до сих пор до этого не дошел. Хотя если прочитать любую маркетинговую книгу и послушать любого эксперта в маркетинге, все об этом говорят. И сегодня боль малого бизнеса, то, что большинство малого бизнеса не ведет клиентскую базу, элементарная вещь, то есть просто не копит клиентскую базу. А второе, не выстраивает каналы коммуникации с ней. Я сейчас поясню, да, можно даже на себе это почувствовать, не знаю, например, мы все с вами ходим в рестораны, да, кушаем. Вот мы пришли, или ходим в магазин одежды, покупаем косметику. Вот мы, например, пришли вчера в ресторан, покушали и вышли оттуда. Что этот бизнес знает о нас? Ничего, они не знают, как меня зовут, они не знают, что меня зовут Айрат, они не знают, когда у меня день рождения, они не знают, в какой раз я вообще туда приходил. Я приходил в первый раз или в 10-й раз.
Если я пришел в первый раз, это одни сценарии работы маркетинга. Мне надо спросить там обратную связь, узнать, понравилось, не понравилось, готов вернуться, не готов. Вдруг мне не понравилось. И тогда я как бы, поделюсь этим мнением, и меня смогут там сказать, слушай, это была ошибка, там, давай я тебе дам какую-то скидку, попробуй прийти второй раз. Если я пришел в 10-й раз, там можно запускать реферальные истории, системы рекомендаций, где могут меня просить, типа, Айрат, спасибо, что ты к нам ходишь, а можешь, пожалуйста, нас рекомендовать друзьям? Вот ты можешь друзьям отправлять вот эту ссылку, у друзей будет скидка какая-то на первое посещение, и тебе будут какие-то бонусы, и тебе тоже будет скидка, и тебе хорошо, и мне хорошо, да, типа. Видишь, даже от количества посещения зависит, сам маркетинг, поведение работы с клиентами. Но вот, к сожалению, в малом бизнесе этого нет. К счастью, до этого доходят, и это хорошо. То есть вот сейчас вот самая базовая, наверное, такая самая практичная рекомендация там, любому предпринимателю, который это слышит, заведи себе клиентскую базу. Начни ее копить. Это всегда актив, который можно монетизировать. Я даже такую фразу говорю там на своих выступлениях. Вот раньше как бизнес строился? Вот у тебя есть, например, там, делаешь ты какую-то одежду, и ты всегда думаешь, кому ее продать. Сейчас бизнес по-другому делается. Сегодня, если у тебя есть большая клиентская база, большая лояльная аудитория, другой вопрос, что им продать. И это гораздо эффективнее делать, чем идти наоборот. И в жизни всякое бывает. Например, когда я там встречал бизнесы, где они молодцы, накопили большую клиентскую базу, ведут коммуникацию с ней на постоянной основе, там, напоминают о себе, поздравляют с днем рождения, вообще классная вещь. Это, наверное, для ресторанов самый лайфхак. Людей поздравлять за 7 дней до дня рождения, и к тебе, вероятнее всего, повышается значительно вероятность, что у тебя справлять день рождения будут. Слушай, я даже, кстати, об этом Просто не обычный думала. лайфхак знает день рождения клиента. Салоны красоты тоже этим А как пользуются и узнать, так далее. вот, Айрат, как вот, Да. например, да, мы пришли в кафе, ко мне подходит, говорит, когда у вас день рождения? Странно ведь выглядит. Да, это какое-то будет сумасшествие, если ты будешь, каждому клиенту подходить и говорить, как тебя зовут, а какой раз ты пришел, а когда у тебя день рождения. Как это можно сделать по-другому, да. да, чтобы это было? Я сейчас отвечу, но расскажу предыдущую тему. И вот, например, я встречал бизнесы, где большая клиентская база, например, это салон красоты, он говорит, у нас запись уже на месяц вперед, просто с битком. И говорит, у нас клиентская база большая. Он говорит, давай мы запустим свою косметику под своим брендом. Это как бы можно сделать. Там, из Китая, из Японии завести, как бы свой шильдик навесить и погнали. И они начали зарабатывать больше. То есть не открывая новый салон красоты, потому что это расходы, это риски, да, там взлетит, не взлетит. Просто запустить свою линейку одежды и, соответственно, монетизировались повторно на той же базе. Или бывает такое, там, закрыл салон красоты, открыл магазин одежды. Но одно дело, ты открываешь магазин одежды и опять, все заново, а другое дело, у тебя есть база, которую ты накопил с предыдущего бизнеса. И ты говоришь, дорогие друзья, всякое в жизни бывает, там, салон красоты закрыл, я открыл магазин одежды, вот вам скидка на первую покупку, там, 500 рублей, пожалуйста, приходите, будем рады. И так же легче, так же лучше. Поэтому эксперты всегда говорят, клиентская база – это деньги. Это всегда можно монетизировать, поэтому набирайте ее, неважно, чем вы занимаетесь. А теперь отвечаем на вопрос Камилы, как это все нафиг делать. И вот здесь откровение, которое я чаще всего встречаю в малом бизнесе. Действительно, для них это вау-эффект получается такой. Это все делается через программу лояльности. Обычно, когда мы задаем вопрос, зачем нужна программа лояльности, бизнес такой говорит, удерживать клиентов. Я говорю, давай возьмем простой случай из жизни. Вот я пришел в кофейню. Сколько кофе стоит? 150 рублей. Вот я заплатил 150 рублей. У них стоит какая-то программа лояльности. Обычно это бонусная система, это должна быть бонусная система как бы. Сколько мне придет бонусов на следующую покупку? В среднем 15 бонусов. Это а-ля 15 рублей. Я говорю, это что, прям мотивация вернуться? Я должен прийти? Но он говорит, нет, ты что, он придет 5 раз, уже много бонусов накопят. И вот много бонусов, уже мотивация вернуться. Я говорю, так если он 5 раз пришел, только он и в 6-й раз бы пришел бы без бонусов. Да, если ему так сильно понравилось. Да, если ему так сильно понравилось, нафига ты поставил эту бонусную систему, если он и так уже 5 раз пришел, вероятность того, что он придет в 6-й раз, уже высокая. Там никакие бонусы уже не нужны. И от этого предприниматели такие в ступоре.
Типа, я говорю, ну и нафиг она тогда нужна. А как вот, знаешь, по поводу седьмой кофе, просто это очень такая часто в разных кофейнях история, когда там седьмой, шестой, десятое кофе идет в подарок. Меня, например, это никогда не цепляло, ну, типа, я даже никогда не считала это кофе. Но в случае, когда услуга дороже, например, там лазерная эпиляция, то есть, да, где общий чек порядка 5000, когда там седьмая процедура бесплатна, меня, например, это цепляло, и я бы подумала о том, что продолжать ходить в эту студию, а не в другую. Да, это по факту, с точки зрения маркетинга, это те же бонусы, только в профиль. Ну, те же яйца, только в профиль. Да, то есть вот что у тебя седьмой кофе, что ты накопил бонусы, и седьмой кофе ты можешь купить, уже забрать за бонусы бесплатно. По факту это то же самое, просто интерпретация разная, да? И поэтому программа лояльности – это не история про удержание клиентов. Это вот неверный тезис, который распространили маркетологи, либо маркетологи, которые не знающие, что это такое, что в большинстве своем является, либо маркетологи, которые чуть-чуть недорассказывают, а это плохо. Действительно, программа лояльности нужна, чтобы копить клиентскую базу. Вот как раз мы и эти два процесса и связали. Потому что вот приди в пятерочку и посмотри, как они работают. Посмотри на него взглядом условно маркетолога. И посмотри, что ты, например, заходишь, и они на кассе всегда просят карту. Типа, есть карта, есть карта. При этом надо запомнить, что в пятерочке кутарки бонусов копятся. Вообще, там, Зачем эта карта нужна, никогда не понимал. Ну, люди показывают. Да. Ну, люди Всегда всегда показывают. Они показывают. советуют свою, дают другому человеку. Да. Всегда. Это происходит по еще одной причине. Почему? Но зачем делать так пятерочка? Пятерочки очень умные маркетологи. Вообще в крупных компаниях самые умные маркетологи. Они дорогие, их много и так далее. Потому что пятерочка просит карту, чтобы, первое, тебя занести в базу. Теперь они понимают свою целевую аудиторию. Они понимают мужчины, женщины, возраст. Чаще ходят мужчины или женщины. А если мужчины чаще ходят, что они покупают? Если женщина, в какое время? То есть и все это исходит из того, что ты показал карту. Видишь, они каждый раз просят тебя карту показать, как минимум замерить частоту покупок. Да? То есть из частоты покупок тоже многое можно понять. А почему ты показываешь карту? То есть, видишь, вот это понимание, что программа лояльности в первую очередь нужна, чтобы копить статистику и базу, она переворачивает мышление предпринимателей, и они такие, я теперь понял, нафига она нужна. И, наконец-то, у них начинает этот процесс работать по-другому. Потому что если ты возьмешь предпринимателя, даже вот там в Казани мы сейчас общаемся, любого, и задашь ему вопрос, зачем нужна программа, если он тебе ответит, вероятнее всего, ну типа, некоторые, конечно, отвечают, ну типа, люди иногда просят скидку, и чтобы им не говорить нет. Говоришь, ну вот у нас есть. Типа, ну это какой-то бесполезный процесс, типа, ну вот у нас есть, там вот карту забери. А когда у него появляется понимание того, зачем это нужно, они начинают как пятерочка всем говорить. Они говорят, слушай, хочешь скидку 100 рублей? Он говорит, да, хочу. Вот у нас есть программа лояльности, ты можешь там Telegram-бот или там приложение, мы как бы с разными инструментами работаем, там зарегаться, и вот у тебя будет карта, и каждый раз ее спрашивать. Потому что от этого база, статистика, аналитика, исходя из статистики и аналитики, мы уже понимаем, как работать. У пятерочки почему все карты показывают? Все очень просто. Это второй вопрос, как внедрить программу лояльности. Иногда бизнес говорит, я не хочу своих клиентов мучить. Ну, типа там, подходи, типа, есть карта, нет карты, возьми карту. Хотя по-хорошему так надо делать, потому что от этого зависит работа с клиентом. Очень простой лайфхак, вообще можно пользоваться только сейчас. Расскажу, потому что в пятерочку заходишь, и ты видишь ценник. И на этом ценнике написано макароны условно 100 рублей, а с картой лояльности 70 рублей. И ты сам... 99 рублей, но ты все равно... Но ты такой видишь это, и ты такой, блин. Ну, надо скачать приложение тогда пятерочка, и поэтому у них там, вовлеченность в программу лояльности там больше 90%. То есть почти все показывают карту. Потому что вот так. И мы вот такой же внедряем в любой бизнес. Вот, например, у меня там друг есть, кальянный у него здесь, в Казани. И он говорит, слушай, как сделать так, чтобы люди там больше скачивали, мы ему поставили приложение. Там, не Telegram-бот, а приложение, например. Он говорит, больше скачивали, как бы не это, там, конверсия была максимальная. Я говорю, сколько кальян стоит? Он говорит, 1000 рублей. Я говорю, давай сделаем 1200. Он говорит, типа, а с карты что за фигня? 1200, теперь твоя обычная цена, а с картой лояльности 1000 рублей, то есть остается старая цена. И мы по факту ничего не поменяли в бизнесе, мы просто немножко вещи переназвали. И были проблемы там со скачиванием приложения?
Никаких проблем. Конечно, Вообще все мотивация. нормально скачивали, никто ничего не Потому что злился. мотивация Да, возрастает, что типа конечно. и есть какая-то благодарность, да, я скачаю. Кстати, хочу рассказать про свой опыт, когда я столкнулась с UDS. Радмир, как Да. я помню, ты никогда не сталкивался? Нет, я до конца даже не понимаю, что такое. Сейчас мы Сейчас узнаем. ты Да. уточнишь твои вопросы, а я расскажу, как я. Я была в спортзале, и после него пошла в кофейню, которая была типа ПП, ну, мне порекомендовал ее мой тренер, и там мне сказали, у вас есть приложение UDS? Я такая думаю, что? Я думала, это какое-то приложение для заправки. Почему-то, не знаю, у меня такая, от названия у меня была такая Ассоциация. АЗС, ассоциация. да, Типа АДС, да, как-то. Я такая, АДС. нет. Они говорят, скачайте, и вам вот будет там, ну, какой-то бонус. Я уже не помню за это, да. Цена будет, что ли, ниже или что-то такое. Давно было. И я думаю, ну ладно, скачаю, действительно. Но потом, единственное, эта кафешка закрылась, и я не смогла это использовать. Но в другой раз я столкнулась в клинике косметологической, которая прекрасно работает, клиника SL называется. Тут недалеко в центре находится, и там меня тоже спросили, да, эта клиника прекрасно работает. Я удивилась, что... Я просто воспринимала, что это такие маленькие кафешки, только вот, да, склонны к различным способам привлечь аудиторию, ну, типа, они должны стараться. Но нет, тут достаточно серьезная клиника, то есть это даже не просто клиника, у них и операции проводятся, то есть пластические операции, я имею в виду, там, увеличение груди, то есть серьезный момент. И когда мы говорим про такие большие суммы, то это, конечно, уже серьезно, и уже точно мотивация скачать приложение. Вот у меня, видимо, все упирается в цену. Если у меня будет скидка 30 рублей, я ничего скачивать не буду. Но если там, да, мой общий чек 30, а мне дадут скидку там 2, ну я, конечно, буду это делать. А это делается определенной хитростью, просто берут цену, повышают Да. На 10-15%. по старую цену, оставят по программе лояльности. И ты вот как раз, как ты говоришь, Камила, такой видишь, ну, блин, 35 и 30, ну, разные деньги. Конечно. Конечно, разные. Я это все скачиваю. И в итоге, вот если взять даже на примере этой клиники, вот ты клиента добавил в базу, и хотя клиники это же редкая услуга, да, там, сделал... Почему не редкая? Да, ну да, вот ты подтвердил, что не редкая, да, и в итоге, например, ты отправляешь там, ну, если это приложение, то это, например, пуш-уведомление. Ты отправляешь пуш-уведомление и говоришь, слушай, а смотри, у нас еще вот такая процедура есть. А вот эта процедура, она помогает вот это сделать, чтобы попа подтянутая была. А вот эта процедура... То есть ты делаешь... То есть ты всегда на канале коммуникации с клиентом, то есть всегда держишь связь с ним, чтобы в дальнейшем он выбрал не конкурента, а тебя. Потому что вот это внимание, надо его удерживать клиента всегда. Но в то же время у тебя есть всегда возможность отписаться от таких уведомлений. Потому есть. что вот это, да, это здорово. Это что нормально. Кого да. это напрягает особо, Да. например. Ну, тут уж понятно, это второй вопрос там, маркетинга, это Контент, да, что ты, если ты фигню отправляешь клиенту, понятно, от тебя отпишет. Если ты нормально отправляешь, мы видим как бы статистику, где-то в среднем, если мы говорим про пуш-уведомления, 50% базы при нормальной коммуникации, они не отключают пуши. Смотри, Минимум 50%. хочу уточнить, как это на практике работает. Получается, если я, например, прихожу в косметологическую клинику, и там очень многие процедуры, почему я сказала часто, потому что они делаются курсом. То есть в основном очень много процедур, они не разово делаются, бывает и 5, и 8 раз. И получается, как это должно работать на практике? Ну, то есть мне приходит пуш о том, что мне подошло время для следующей процедуры. Да. Тогда это та же самая лазерная эпиляция, там, да, ее годами делают. Там, Тот же самый барбер даже, который напоминает, у вас месяц прошел, давайте приходите. кстати, Да. стрижка Да, то же волос. самое и барбер, то же самое. Это про напоминание. Либо, например, ты давно уже не ходила, и как будто бы неплохо было бы тебе уже какую-то процедуру сделать, у тебя есть клиентская база, ты отфильтровал клиента. То есть, видишь, если у тебя есть клиентская база, ты можешь с этим работать. Ты взял, отфильтровал клиентов, возьмем, например, ресторан. Да? В ресторан ходят хотя бы раз в неделю, там, по-хорошему. Да? Ты видишь, уже клиенты не ходят месяц. Явно не то. Взял, клиентскую отфильтровал в CRM-ке, отфильтровал, позвонил, во-первых, задал им вопрос, ребята, что было не так, и узнаешь зоны роста своей, например, вдруг там людям чего-то не нравится. Вдруг у тебя какой-то официант там засланец, и он там тебе весь сервис портит. А второе, ты им сказал, слушайте, ребят, у меня будет вот такой-то вечер, давайте я вам бонусы подарю, опять программа лояльности, да, то есть давайте я вам 200 бонусов на счет сейчас закину, такой небольшой подарок, будем очень рады видеть вас. И мы заметили, что при такой работе многие клиенты возвращаются. Хотя даже были те, которые негативили, и говорили, мне вообще ваш ресторан нафиг не сдался. Мы подарили 200 бонусов, там сказали, извините, всякое бывает, мы стараемся быть лучше, спасибо за обратную связь, там типа будем измерять, и прикинь, он пришел. Круто? Круто. Деньги. Но с точки зрения LTV, там, ну, за все время жизни человека он может в этом ресторане, ну, там, миллионы рублей оставить. Да, это тоже надо параметр считать.
Поэтому, почему я говорю CRM, вообще, меня спрашивали как-то, как максимально коротко объяснить, зачем нужна CRM-система. Я говорю, все очень просто, надо вообще понять, что такое CRM. CRM – это аббревиатура английская. Customer Relationship Management. Система по управлению отношениями с клиентами переводится с английского. И задаешь простой вопрос. Надо отношения с клиентами строить? Да, надо. Ну, для этого тебе и нужна Customer Relationship Management, то есть система по управлению отношениями с клиентами. И поэтому в малом бизнесе, вот опять возвращаемся из того, что мы пришли, вот в малом бизнесе чем в первую очередь надо заняться, это вот этим. И этим надо заняться до открытия бизнеса вообще по-хорошему. Даже если у тебя мини-бизнес, типа продажа Даже трусиков. если микробизнес, а как еще? Ну, то есть, смотри, тут такой вот вопрос у меня, как у человека, который изучает соцсети, там все вот это. Вот, например, давайте представим кейс, чтобы у нас разговор был прям, вот знаете, такой конкретненький. Представим, что я хочу продавать нижнее белье. Специально тему выбрала, чтобы вам понравилось. Я хочу продавать, например, нижнее белье. И я думаю, первое, что мне, как девочке, приходит в голову, это запрещен грамм. Да, Это, конечно, ну, БК безусловно. плюс ТГ. И мне кажется, что если я там куплю рекламу у блогеров, ну, вот я сейчас своей головой, куплю рекламу у блогеров, поснимаю шортики, рилсики, запрещен на грамме, да, и буду их раскидывать там и ВК, клипы и так далее, то у меня будут приходить люди. И Да. как будто мне этого достаточно. Вот я, например, сижу, представим сейчас у нас, давайте прям вот такая психодрама будет. Представим такой диалог. Я пришла к тебе как вот клиент посоветоваться, и вот говорю, вот такие каналы вижу. А почему думаешь, что лучше мне там вести CRM и вот вначале прям этим заняться? Здесь не совсем правильно поставлен вопрос, не то, что лучше, а как бы дополнительно. Ну и даже не дополнительно, а надо еще вот это вести. Или более Почему? эффективно. Да, Давай, более эффективно. Исходя из того, что рассказала, так действует большинство бизнесов в малом бизнесе. И надо смотреть, ну, сухо, твердо факты. А факт заключается в том, что больше чем 80% бизнесов, малого бизнеса, закрывается первые 2 года. Почему так происходит? Потому что вот все вот так делают. Все вот так думают. Я сейчас вот бахну рекламу, бахну блогеров, все, я в шоколаде, люди придут, кайфанут от моего продукта и обязательно всю жизнь будут ходить ко мне, потому что у меня такой продукт, ни у кого такого продукта нет. Да. Вот какая мысль у малого бизнеса. И это болезнь. Ну, это ошибка чрезвычайно, потому что вот такой продукт есть еще у других девочек, которые тоже не дуры. Но это эгоцентризм, это такой психологический момент немножечко. Что ты так эгоцентризм. настолько любишь свой продукт, что ты Да. немножко от него слепнешь. Ты же его создавал, Да. ты же его как Сам бы... шил. Ты там, от него да. Ты кайфуешь. от него кайфуешь, Все да. увидят, а потом заходишь на ВБ и видишь, боже, то же самое, И в 2 раза дешевле сейчас. думаешь, блин, понимаешь? Поэтому социальные сети – это прекрасный инструмент, им надо пользоваться. Но надо не забывать о том, что необходимо вот эти вот наработки свои, вот эти все бусты, вот эти все свои рекламные каналы, их как бы этот актив накопить и закрепить. Да, как бы, да? В чем это имеется в виду? Вот, например, клиент пришел к тебе. Во-первых, первый момент. Реклама значительно эффективнее, если у тебя программа лояльности. Как я сейчас объясню. Давай, вот это хочется Да, понять. например, На реклама... моем примере, давай на Давай, трусиках. например. Ты говоришь, у нас новая коллекция трусиков. Вот, например, такая у тебя реклама. Или наши трусики из такой ткани, пипец, они там не трут, там все дела, там попу пополам не режут. Да. Идеально. Да. Людям это действительно, ну, мы делаем уже кучу исследований, людям это ни о чем не говорит. Действительно, в тексте и в словах очень тяжело донести ощущения, очень тяжело донести все ценности компании. И когда человек читает такой баннер, он такой, ну и чё? Ну, есть другие трусы, они мне тоже не особо трут. Ну, типа, окей. Классная Или тема. у нас, например, там некоторые, я видел баннеры в торговых центрах, они говорят, новая коллекция. Люди такие, и чё? Я твою старую-то не видел. Потому что она мне новая, мне вообще не жарко, не холодно. Поэтому в рекламе есть 3 пункта, которые делают ее значительно эффективнее. Надо человека довести в первый раз. Доносить ему тяжелый смысл, он не поймет это с баннера. Да? Он не поймет вот эти все ощущения, весь сервис. Вот это он все не понимает. Для него это просто буквы. Поэтому что человек лучше всего понимает, это кошелек, да, деньги. Поэтому реклама эффективнее, если в ней есть суперскидка. В случае нижнего белья, как надо было его делать? Магазин нижнего белья, там вот такая ткань, скидка на первую покупку 1000 рублей. Да, там, понятно, какие-то условия, ты можешь потратить до 20%, это все как бы по экономике считается. Сосканируй этот QR-код.
Да, если это офлайн реклама. Если это онлайн реклама, перейди по ссылке. Люди переходят по ссылке или сканируют QR-код, и они там заполняют о себе информацию, там имя, телефон, да, там не грузим сильно. И он попадает сразу в клиентскую базу. Второй момент, который надо учесть. Почему попадает в клиентскую базу? Почему это важно? В рекламе всегда есть отложенный эффект. Что это такое? Например, я увидел рекламу трусов, да, в данном случае. Я такой, блин, классно, надо как-нибудь купить. Я иду дальше по торговому центру условно, и я уже про это забыл просто. И я увидел рекламу конкурента, и он такой, ой, ладно, пойду конкуренту. Или, например, я ярче показываю это на рекламе стоматологии, например, там, чистка зубов, да, там, не 4, а там 2000 рублей, условно, да. Я же не вызываю сразу такси и еду в эту стоматологию, такой, бросаю все свои планы, такой, все, я поехал покупать эту трусы, я поехал сразу в эту стоматологию. Люди, к сожалению, так не поступают. У людей иногда потребность скрывается позже. И чтобы вот он сделал выбор в пользу тебя, через год, через полгода, через 2 недели, через 2 дня необходимо о себе напоминать. Поэтому самая эффективная реклама, мы размещаем QR-код или ссылку, если это онлайн, мы говорим 1000 рублей скидка на первую покупку, люди, окей, мне это нравится, сканируют, попадают в базу, и все это время мы периодично ему закидываем, что, слушай, твой сертификат действует, твой сертификат скоро сгорит, а у нас появилась вот такая коллекция, а у нас, при этом еще если мы узнаем там в базе о женщине чуть побольше, мы можем что-нибудь закинуть, что типа, а вот для мамы у нас такая есть коллекция, да, там условно говоря, если там мы узнаем, что у нее есть ребенок, да, то есть база всегда она насыщается данными. И от этого у нас конверсия в 2, в 3, в 4, в 5 раз выше, чем если бы мы не делали так, а просто сказали, вот у нас баннер. И с блогерами, когда работаешь, такая же фигня. Блогерам говоришь о том, что ты не рассказывай просто, вот у меня классные трусики, да, а ты прям скажи, пусть блогер скажет, только от меня, ребят, вот я блогер, там, не знаю, какой-нибудь стакан, вот только от меня скидка 500 рублей, переходите по промо, не просто промокод запоминайте, а пройдите по ссылке, регайтесь, и у вас будет сертификат. Вот, и сразу попал в базу, у нас даже есть, я слышал такой интересный кейс, я помню, общался тоже с таким опытным маркетологом, и он говорит, прикинь, у нас какой кейс, ты все типа правильно говоришь, и у нас даже, говорит, есть кейс, когда человек с момента того, когда он увидел рекламу, до того момента, как он купил, прошло 10 лет. Прикинь? А почему? И надо понимать, что это бизнес был такой handmade продукции. Они делали такие ручные шахматы, там, да, вот такие вещи. Круто, что у них И так понятно, что долго это не продержался. а-ля не трусы купить. Да. И он говорит, просто все эти 10 лет мы ему отправляли Сообщение. Все 10 лет мы ему рассказывали, что... Добили Да, и он наш. что у нас есть такая продукция. И мы, говорит, даже общались с этим клиентом, но любопытный же кейс. Мы говорим, как так это произошло? Он говорит, да просто когда мне в голову пришла мысль, что подарить другу, у которого условно все есть, я подумал, а вы как раз прислали мне сообщение, там какие-то прикольные шахматы, я и купил. И это нормально. Нормально. То есть с этим надо работать. Люди не готовы покупать. Увидел рекламу, побежал к тебе. Так люди не А с поступают. какой периодичностью надо вот направлять такие пуш-уведомления? 2 раза в неделю с нормальным контентом будет нормально. Если мы говорим про пуши, то 2 раза в неделю. А да, это как бы. получается в случае UDS вы делаете за малый бизнес? Нет, мы даем инструмент. То есть мы как бы... Что это значит? И мы, имеется в виду, даем инструмент, то есть мы даем вот саму эту CRM-систему, мы даем мобильные приложения, мы даем Telegram-бот, да, там валет-карты. Мы это даем, и мы сразу, вот в чем уникальность, мы так гордимся этим, что мы даем не просто инструменты, а даем вот то, что я вам сейчас рассказываю, мы им как бы условно рассказываем. Мы говорим, делай вот так, делай вот так. То есть мы Обучение даем какое-то. инструкции, да, мы даем сразу сценарий, инструкции, как со всем этим работать. Потому что нам уже 10 лет, вот в этом году исполнилось ровно 10 лет компании. И мы, когда я начинал работать с компанией, мне было 23 года, сейчас мне уже 33, да, я с самого основания компании. И мы, поняли за год, поняли, что нельзя просто дать предпринимателю, и он такой, а что нафиг с этим всем делать, да? Это как у меня есть такой, вот видишь, даже с понимания того, зачем нужна программа лояльности, совершенно все по-другому работает. Я, например, ходил в магазин цветов и покупал цветы. Жене. Да. Уточним. Хорошее уточнение, да. И я покупал цветы, и там девушка такая говорит, а вам нужна, а у нас есть бонусная система. Я говорю, окей. И я сразу вкидываю вопрос, я что-то сейчас получу? Она говорит, нет, вы накопите бонусы на следующую покупку. Так работает у многих.
Я говорю, окей, ладно, мне пока не надо. Я так же. Да, я Да, тоже мне так пока же. не надо. Почему это так? Почему я не взял эту карту? Хотя сам работаю в программах лояльности, да, условно говоря. Потому что не так уж я часто цветы покупаю. К Это первый сожалению. вопрос. К сожалению, да. Ну, это, к сожалению, для моей супруги, Вот я но и говорю, зато к счастье сожалению. для моего кошелька. Да. А второе, это не факт, что я куплю их у тебя, потому что я у тебя в первый раз, да? И в итоге я как бы не взял их карту и не попал к ним в базу. Почему у них так работает? Потому что они не понимают, зачем нужна программа лояльности. А программа лояльности нужна, чтобы клиент попал в клиентскую базу. И возникает вопрос, тебе клиент нужен сейчас в базе или потом? Конечно же сейчас, потому что коммуницировать надо с ним, общаться. И в итоге я не попал в базу, я больше в этом магазине не покупаю. Хотя он около дома, все нормально, я уже покупаю там в других каких-то магазинах. А если бы я сразу попал бы к ним в базу, то, может быть, они бы мне что-то отправляли, напоминали о себе, и была бы выше значительно вероятность, что я сделал вторую покупку. То есть, видишь, они не понимают, зачем это нужно, и у них это сразу плохо работает. А если ты понимаешь, зачем это нужно, у тебя программа есть совершенно по-другому работает. Видишь, и вот это получается такой интересный инсайт, ну, такой вывод для бизнеса. Вот я про программу ACE много рассказываю, потому что большинство бизнесов недооценивают это направление, а действительно все крупные компании, возьми, у всех есть программа лояльности, и у всех они четко работают. Почему? Потому что маркетологи умные. Как это сделать в твоем малом бизнесе? Просто возьми и скопируй поведение. То есть возьми, давай, пусть будет реклама, UDS, возьми UDS и сделай то же самое, как у крупной компании. Но это ты сделаешь за доступные деньги. Там, UDS стоит он, там, 3000 рублей в месяц, да, там, 3200 в месяц. Доступные Для деньги. предпринимателя. Для предпринимателя, да. Доступные деньги. Ну да, потому что у Поэтому меня было такое нередко в магазине, даже вот, кстати, у хороших магазинах типа Intimissimi, то есть это же глобальный бренд. Ну вот, например, вы можете к ним зайти и они спросят, там, есть ли карта, и я диктую свой номер телефона. Я спрашиваю, а мы на что копим, ребят? Типа, они говорят, я просто говорю, зачем? Они говорят, для накопления. И я уже понимаю, что я уже к ним хожу, уже, знаешь, я уже постареть успела, пока к ним хожу, и на что я коплю. Так и не знаем, на что накопят. И при этом ты даже не знаешь, вот это, кстати, еще одна ошибка, классно, что ты сказала. Вот многие делают программу ACE по номеру телефона, и это, тоже ошибка с точки зрения маркетинга, потому что по факту, вероятнее всего, ты, Камил, даже не знаешь, что ты там накопил, там, сгорели, может быть, эти бонусы. Вот так же Вообще. работает в одном магазине. Я тоже пришел, он говорит, назови свой номер, я назвал. Он говорит, прекрасно, ты накопил бонусы. Сколько я накопил, на что их, потому что они у меня со временем вообще сгорели, там, магазин одежды, да? И в следующий раз я этот магазин одежды уже пришел, потому что мне приперло. Мне какая-то нужна другая футболка, да, условно говоря. Как на это повлияла программа лояльности? Никак, вот такая нахрен не нужна, да, типа. Программа лояльности – это первое наполнение базы, а если ты работаешь по номеру телефона, что у тебя в базе будет? Только номера телефонов. Что ты будешь с ними делать? Звонить, что ли, по всем? Будешь звонить, тебя, вероятнее, все пошлют. Так коммуникация не строится. А ты же должен знать день рождения клиентов, как их зовут, пол, потому что мужской и женский, от этого на 8 марта совершенно разный сценарий работы. Например, если ты цветочный магазин, и ты видишь, кто мужчина, кто женщина, мы мужчинам отправляем, мы говорим, ребята, за 3 дня, ребята, есть букеты, мы сделали их чисто для 8 марта. Берите заранее, они проживут нормально, там вот эти средства покапаешь, все нормально, доживут до 8 марта. Возьми заранее, чтобы потом мозги себе не делать, да, на 8 марта ничего не купишь. А женщину мы просто поздравляем. Видишь, то есть совершенно разный сценарий Всем работает. хорошо. И всем хорошо. Они всех берем, мы с 8 марта всю базу поздравляем, там и мужики, и женщины, там кони, все вперемешку. Да, то есть такая сегментация базы. Это коммуникация. А второе, второе, по номеру телефона у тебя нету бесплатного канала коммуникации. То есть, либо это менеджер звонит, а это, звонки это не лучший Никто не способ. любит. Никто не любит. Второе, смс-ки отправлять. Это очень дорого. Ты сразу улетишь из рентабельности такой коммуникации. Поэтому программа есть вторая задача – построить какой-то бесплатный канал коммуникации. В случае приложения это пуши, в случае телеграм-бота это рассылки в телегу, там, в случае валета это тоже там бывает пуши. Да, вот такая вот вся история. Тем более программа лояльности, некоторые говорят бизнеса, типа, это расход. Нахера мне давать скидку, у меня и так все круто. Это тоже проблема, что у тебя базы нет, это тоже к этой теме можем вернуться, но это увеличение прибыли, потому что программу лояльности надо делать так, не просто ты бонусы копишь за счет того, что ты ходишь туда, а ты должен иметь возможность копить бонусы за те действия, которые выгодны бизнесу.
Например, сделал рекомендацию, накопил бонусы. У нас, например, есть кейсы, где там салоны красоты, цветочные магазины, там, рестораны, например, я там помню кейс мужская одежда, например. Я помню кейс мужская одежда по рекомендациям получила прибыль 8 миллионов рублей. Вообще, классные же деньги. Как это работает? Да потому что он внедрил инструмент, что люди друг другу отправляли ссылки, и за это там копили бонусы. И, соответственно, второй, он рассказывал про это. Он говорит: ребята, спасибо, что вы к нам ходите, а можете, пожалуйста, нас порекомендовать. Сделать это очень просто, потому что порекомендовать люди такие: ага, как-нибудь порекомендую. Что делать, непонятно, да? Они говорят: все очень просто, сразу инструкцию дают. Он говорит: вот у нас есть приложение, скачайте, там есть кнопка рекомендовать, отправляйте друзьям, и другу первая скидка хорошо, И вам хорошо. да. И вот люди так начали это все разносить, и все, вот, пожалуйста, 8 миллионов. Просто потому, что ты внедрил программу лояльности, не просто накопил, потратил бонусы, а что у тебя бонусы за рекомендацию, бонусы за отзывы в отзывиках, бонусы ты можешь копить за то, что в социальных сетях сделаешь пост. А это все полезно бизнесу. То есть программа лояльности – это бонусы за те действия, которые нужны тебе от клиента. Смотри, вот я хочу спросить, вот эта вся аналитика проводится, это как-то тоже автоматизировано? Да. Или люди сидят как-то там, не знаю? Вообще маркетинг должен быть автоматический, потому что в малом бизнесе это особенно важно, потому что если возьмешь крупную компанию, там есть штат. Да, то есть там много маркетологов и так далее. В малом бизнесе бывает и маркетолога-то нет. Там сам предприниматель, и бухгалтер, и мастер, и кассир, и сам звонит клиентам, это реально такие. Поэтому понятно, что малый бизнес, он такой: мне нету этим времени заниматься. Поэтому, понятно, мы делаем инструменты, которые работают автоматически. Так, Как это, например? Второй вопрос тогда. Вот как-то сейчас такой вот в воздухе витает. Искусственный интеллект как-то вводится? Тоже, да, внедряется. Бывают такие обычные сценарии. Сейчас, понятно, мы тоже в эту игру пошли с искусственным интеллектом, потому что это тоже такая зона роста. Например, возьмем по-простому. Например, как обычно работает UDS. Вот я пришел в компанию. Они говорят: слушай, хочешь скидку 1000 рублей? Или хочешь кальян не за 1200, а за 1000? Там все очень просто. Говорят: да, хочу, скачай приложение. Обычно мы ставим приложение, потому что больше инструментов. Интерфейс красивый и так далее. Все, человек скачивает. Он говорит: вот у тебя есть 1000 бонусов на счету, ты будешь сразу копить или тратить? Кстати, интересный факт, большинство людей что говорят? Я трачу сразу. А большинство? Не знаю. Копят, наверное, Копить. какую-то сумму, а Копить, потом... потому Из что... Советского Союза, потому что у них складирование. Нет, здесь есть другая причина. Маленькие суммы, наверное, чуть побольше. Приветственный бонус – это всегда 10-15% от среднего чека. И людей сегодня 10-15% это не удивит. Да. И они это не считают супер круто. И люди копят. И они копят до тех пор, пока скидка не составит 30%, 40% от чека. 50%, Ну, да? Лукойл тот же. Как Лукойл, да. Там же был 1%. Да. Прикинь, тебе давали по скидку 1%, ты бы даже не чесался вообще ни разу. Ну ты копишь, чтобы потом на полбака, да, там заправиться. И здесь также работает. То есть Даже по статистике, четкая статистика, на 5 транзакций 4 накопления, 1 трата. То есть 4 человека раза говорит «коплю», и в 5-й раз он по статистике говорит «я буду тратить». Вот такая чистые цифры, это всегда хорошо. Расскажи пару сценариев использования искусственного интеллекта, автоматизации какой-то. Просто я прихожу в компанию, мне говорят: хочешь скидку, дешевле, я скачиваю приложение, и у меня после того, как я обслужился, у меня открывается такое окошко «Оцени обслуживание». И там как в такси. Да, там ставишь звезды. Эта информация не публичная, ее видит только владелец. Администратор, владелец. И я, например, если я ставлю 5 звезд, то у меня следующее окошко в приложении открывается «Порекомендуй компанию». То есть если я поставил 4 звезды, это окошко нету. Потом через 15 минут приходит автосообщение, где говорится: дорогой друг, спасибо тебе за оценку высокую, а можешь, пожалуйста, этот отзыв оставить в Яндекс.Отзывах. И ссылка на Яндекс.Отзывы, на компанию. И это все, человек этого не делает, это все делает сценарий. И этих сценариев у нас в UDS их довольно много. Например, если клиент не приходил 15, ты можешь настроить 15 или 30 дней, то делай это. Если машина это делает, даришь ему подарок, или спрашиваешь, как дела, или отправляешь уведомление. Если клиент сделал заказ, то это. Если клиент сделал это. Если у клиента день рождения, то не надо тебе вручную писать: «С днем рождения, мой дорогой друг».
Нет, ты просто настраиваешь, что надо сделать с клиентом, и ему отправляется открытка с картинкой, что типа «С днем рождения, дорогой друг, мы знаем, что у тебя скоро день рождения, вот тут у нас ресторан, давай мы справим день рождения, звони, бронируй». Сценарий на любой случай. Вообще, UDS и понятно, всегда искусственный готов. интеллект это усиливает. Ну, то есть мы сейчас там внедряем искусственный интеллект, уже там есть первые наработки, чтобы там текста автоматически Да. формировались. Усиливает ощущение, что это, наверное, Да, человек а написал потом, тебе. да, будет такое, что вот каждое поздравление с днем рождения, исходя из твоего портрета там в CRM-системе, Да, да, да. оно будет работать, ну, вот такое будет поздравление. И что самое классное, вот в чем получился прецедент? Получился прецедент, что такие инструменты получают не крупные компании за большие деньги, а это получает малый бизнес. И вот это самый кайф. Супер. Малый бизнес может себе позволить вот такую историю. При этом, ну, как бы, за доступные деньги. За очень доступные деньги. Мгм. Слушай, прикольно, что мы и будущее затронули в этом, потому что я только хотела спросить, какие планы на будущее, а ты вот сказал, что больше, да, внедряется именно персонализации каждому клиенту и благодаря искусственному интеллекту упрощать эту работу, как я понимаю. Да, вообще в будущем, ну, вообще идеальная такая сценарий идеальный, что ты зашел куда-то, нажал одну кнопку, и оно как-то Да. там ввел параметры, не знаю, ссылку на социальную сеть твоей там Ну, там магазина, всё считал. магазина трусов, и у тебя все, система сама все поняла, из интернета все сама скачала, там развернула и так далее. Мы, вероятнее всего, к этому придем, но тоже как минимум мы согласна. стремимся к этому. Мгм. Да. Да, и вероятнее всего, ну, там, невероятно, ну, мы думаем, что вот где-то там, а в будущем оно где-то вот так вот будет Да. работать. Ну, понятно, что сейчас такой, ну, промежуточный этап. Сейчас Мгм. мы пользуемся тем, что имеем, и это тоже неплохо. Это очень сильно снимает собственную нагрузку с предпринимателей и дает возможность не оставаться один на один с этим таким красным океаном из акул и так далее. И вы имеете возможность, даже будучи начинающим, приводить к себе клиентов, если выстроите стратегию маркетинга правильно. А мы вас очень благодарим за просмотр этого выпуска. Сегодня у нас выпуск получился реальной лекции для предпринимателей, и я очень хочу отдельно поблагодарить Айрата за это, потому что ты раскрыл столько всего абсолютно бесплатно для людей, да, которые смотрят тебя, то есть ты им дал столько рекомендаций и советов, и огромная благодарность, я даже для себя взяла очень много полезной информации, я уверена, что зрители оценили твою компетенцию и насколько UDS это все-таки не какая-то поверхностная история про скачай приложение бонусы, а про прям вот какой-то Масштабный, серьезный продукт. продукт, который реально помогает предпринимателям облегчить их работу и увеличить возвращаемость LTV, жизнь клиента. Да? И возвращаемость, и привлечение. Ну, тут в завершении хотелось бы сказать о том, что мы сами, ребята-то из Казани, вот, я думаю, что тоже есть чем гордиться в нашем регионе. Мы сделали продукт для бизнеса, вот, о котором мы сегодня тему рассказали. Мы сделали продукт для обычных людей, для всех. У нас там 38 миллионов скачиваний. Да, то есть и мы стараемся, чтобы вот был везде вин. Например, для обычных людей вин, что они вот скачали приложение, и это приложение для выгодных покупок. Если ты хочешь в ресторан ходить дешевле, если ты хочешь в салон красоты ходить дешевле, скачивай UDS, вступай там в компании, пользуйся, и бизнесы благодарны тебе будут за то, что ты им оставляешь обратную связь, за то, что ты с ними в контакте. Они тебя благодарят, потому что я сам пользуюсь UDS, и у меня иногда рестораны присылают сертификаты, и они говорят: слушай, Айрат, тебя что-то давно не было, вот тебе там на 500 рублей. И я такой: блин, точно, давно не был, взял, сходил, 500 рублей скидка, хорошие деньги. Да, для бизнеса, понятно, это работа с клиентами. И вот тем самым получается такая новая философия работы бизнеса с людьми. Мы вот туда такой смысл вкладываем. То, что бизнес с людьми, он становится не как там а-ля это лиды, клиенты, какие-то а-ля там метрики, цифры. Нет, воронки. Да, мы говорим сейчас эти тезисы, но мы всегда закладываем смысл, что надо всегда помнить, что клиенты – это люди. Это люди с своими эмоциями, ощущениями, поэтому мы стараемся вот этот сервис строить, когда людей мы приближаем к бизнесу, и при этом получается вот этот вин-вин. И у меня есть такая фраза: кто берет UDS? Да? UDS берут бизнесы те, которые хотят быть лучшими для своих клиентов. И я думаю, это так. Если ты хочешь быть лучшими для своих клиентов, внедряй инструменты, чтобы быть для них ближе. И тогда будет у тебя успех. Спасибо. Спасибо, Айрат. Вам тоже спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч. Спасибо. Пока.